Всем привет! В данном видео покажу и расскажу, как можно сделать очень полезное приспособление для автомобиля. Итак, для этого нам понадобится вот такой кусок металлического тросика толщиной 5 мм и вот такой отрезок металлической шпильки с резьбой, толщина которой 12 мм. Дальше берем отрезок металлической шпильки и разрезаем ее на две части. Нам нужно, чтобы была бы длина не больше как 5-6 сантиметров. Дальше берем шпильку и зажимаем ее в тиски. Ставим на болгарку диск шлифовочный. Делаем примерно 30 градусов под углом прорезь во шпильке. Такой ширины, как и наш тросик. Данный тросик у меня 5 мм толщина. С другой стороны. Вот такие прорези сделали. Дальше берем тросик. Данный тросик такой длины, какой мне нужно, 70 сантиметров. Дальше надеваем на конец тросика кусочек кембрика. И разогреваем его. Обжимаем его при помощи огня. Кусочек кембрика надели для того, чтобы не так кололся и не разваливался, так сказать, тросик. Дальше берем, что делаем? Накидываем одну гайку, накидываем вторую гайку. С этой стороны, если у вас нету вот такой петли, можно также просто надеть кембрик и все. Но так как у меня есть петля, я ее оставил для того, что она будет мне облегчать потом, как буду надевать данное приспособление на автомобиль. Дальше берем тросик, отрезок металлической шпильки, две гайки. И вот таким принципом соединяем тросик в одну конструкцию между собой. Берем другой кусочек тросика и также накручиваем гайку. Вот и все. Мы можем затягивать сколько хотим тросик с любой стороны и уменьшать петлю. Как это работает? Это все выглядит вот так. И работает таким принципом. Затянули сколько нам нужно, зажали гайки. Вот и все. И оно не дает нам расходиться, когда зажмем гайки. Я показал, как изготовить за 5 минут вот такое очень простое данное приспособление, которое очень-очень помогает нам в дороге. Но надо иметь две штуки, не одну. Поэтому я сделал две. Видите? Чтобы на одно колесо и на второе колесо. Ну что, погнали тестировать. В первую очередь поворачиваем колесо наружу. Дальше смотрим, чтобы был зазорчик между суппортом и колеса диском. Не меньше, как 1 сантиметр. Его можно посмотреть через дискоотверстие. Вот как видите, у меня зазор между суппортом и диском 1,5-2 сантиметра. Дальше берем наше приспособление из металлического тросика. И вот таким принципом устанавливаем на колесо. Теперь тросик вкладываем в прорезь шпильки и затягиваем гайку слегка. Теперь тросик должен входить в прорезь протектора с обоих сторон. Соединительная муфта должна стоять где диск. Вот так подтягиваем. И натягиваем теперь тросик по возможности чем сильнее. С двух сторон. После того, как натянули тросик максимально, затягиваем гайки обе. Вот таким принципом при помощи ключей от души. Чтобы тросик держался на 100% эффективно. Вот и все. В некоторых случаях я использовал вот так
Завязывал веревки простые, толстые, твердые. Тоже спасает иногда. В некоторых случаях можно использовать вот такие стяжки специальные против скольжения. Вот такие. Но они вообще не держат. Очень слабые. В принципе, невыгодно их пользовать. Лучше сделать вот такое долговечное приспособление из тросика. Конечно, можно и поставить резину с шипами. Тоже хорошо. На другом автомобиле вот у меня установленные шины с шипами. Конечно, это эффективно, но не настолько, как тросик. Мне нужно такое приспособление, потому что у нас очень часто бывает лед на дорогах. А дороги горные, и уже тяжело ехать. В таких случаях такое приспособление очень-очень выручает и помогает. А теперь давайте посмотрим, как поедет автомобиль с тросиком, с нашим приспособлением. Будем тестировать именно по льду. Смотрите, когда нету никакого приспособления, ни шипов, ничего. Сразу же буксует, колесо проскальзывает, и автомобиль не едет. А теперь давайте посмотрим, как поедет автомобиль с тросиком. Итак, на мой взгляд, получилось приспособление очень хорошее. Работает прекрасно. Это чувствуется, когда едешь. Еще такое небольшое одно замечание. Обязательно нужно устанавливать вот такие приспособления, либо другие, обязательно на два ведущие колеса, на две стороны. И как видим, данное приспособление изготовить очень быстро, просто. И самое главное, что оно работает на 100% эффективно. Вот как-то так. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.